Как научиться ездить на эндуро с нуля? Сначала нам надо научиться садиться. Мы подходим с левой стороны, убираем мотоцикл, убираем подставку. Подставку убрали, дальше перекидываем ногу через мотоцикл. Посадка у нас получается, мы когда садимся, коленку прижимаем, чтоб не болтало. Потому что будете болтать коленками, когда не надо, будете расшатывать себя сами. Руки у нас лежат одна сплошная прямая. Пальцы у нас 1 или 2 пальца максимум на рычагах, чтобы их всегда контролировать. Ни прогибов, ни выгибов кистей. Локти у нас смотрят в стороны, чтобы не болтались. Будете болтаться, будете расшатывать руль и не будете контролировать. Руки вот у нас. В руль сильно не впиваемся, руль просто хорошо держим, чтобы давать ему самому отрабатывать. Взгляд у нас вперед плюс-минус, где будем через секунду. Едем быстрее, смотрим чуть дальше, едем помедленнее, смотрим чуть ближе. Ноги не ставим вот так, там, вот так. Нога у нас стоит уверенно под носочек. Садимся мы не вот так, как на стуле. Садимся мы посерединке. Пока мы учимся ездить, запоминайте, фиксируем таз, фиксируем туловище, чтобы просто не расшатываться, когда не надо. Будете бесконтрольно расшатываться, будете расшатывать мотоцикл. Пока что учимся ездить прямо, мы держим тело ровно. Потому что все наши наклоны влияют на поворотность мотоцикла. Чтобы уметь сидеть на мотоцикле и не падать, следующее, чему мы должны научиться, это смещаться с мотоцикла. Если вы будете постоянно сидеть, особенно в эндуро, вы будете постоянно падать. Важный навык — это смещение. Вот надо намного удлинить. Мы сместились. Та нога, которая на подножке, у нас давит в подножку. За счет давления в подножку мы контролируем мотоцикл. То есть вот мы уже сместились, у нас уже вот сколько получается, можно провалиться под мотоцикл, насколько ногу удлинить. Это прям, иногда там бывает вообще вот настолько проваливаются. Бывает такое, что нам надо резко в ту сторону переместиться. Для этого нам надо научиться перепрыгивать. Мы делаем прыжок и импульс направляем. Этой ногой делаем прыжок, этой ногой помогаем выпрямиться. Импульс направляем не вверх, а сразу в бок. Прыгнули, переместились. Нога всегда давит на подножку. Только мы сделали прыжок, поставили вторую ногу на подножку, только потом смещаем вторую ногу, чтобы у нас всегда был контроль мотоцикла. Надо научиться всегда смещаться. Если нам надо, мы раз сместились, будете постоянно сидеть, будете с выпрямленной ногой падать. Поэтому нам надо уметь смещаться. Как только научились смещаться, научились перепрыгивать. Все, мы должны уметь двигаться вокруг мотоцикла спокойно. Следующее, чему нам надо научиться, это работе газу. У нас рука лежит, всегда газ мы закрываем вперед, чтобы контролировать, что газ отключен. Все, рука у нас всегда закрывает вперед. Далее упражнение мы делаем что? Плавненько накручиваем газ, накрутили, зафиксировали, подержали, закрыли. Опять пошли, накручиваем плавненько, накрутили, подержали, закрыли, чтобы вы привыкли к газу. И так делаем, пока не привыкнете к газу. Там минут 5-10 можно поделать, поделали. Дальше что у нас? Это работа с сцеплением. Выжали сцепление, щелкнули первую скорость. Первая скорость у нас вниз с нейтралки. И все, теперь газ мы не трогаем. Нам надо научиться работать плавно с сцеплением, в его диапазоне. Что мы делаем? Плавно отпускаем. Мотоцикл начал ехать, поджали. Плавненько отпускаем. Мотоцикл начал ехать, поджали. Опять плавненько отпускаем, начал ехать, поджали. Если вы отпустите до конца, мотоцикл заглохнет. Если мы сейчас глохнем на скорости, все, всегда заводимся через выжатое сцепление. Выжали сцепление, завелись. Сцепление не надо вот так вот кидать. Пока надо научиться работать им плавно. Плавненько отпускаем, плавненько поджимаем. Поджать можно быстро на самом деле. Главное отпускать, научиться плавно, чтобы вы потом могли трогаться.
Когда вы привыкли к сцеплению, я вот сейчас газ не трогаю, чисто сцеплением, плавненько отпускаю, плавненько поджал. В конце хода, в конце рабочего хода сцепления. Когда мы потренировались, научились отпускать плавно сцепление, теперь мы, чтобы трогаться, совмещаем. Плавненько трогаемся, накручиваем газ, проехали, остановились. Опять плавненько сцепление, плавненько газ. Проехали, остановились. Я тут немного в горочку еду, на ровно, это еще легче будет. Нам надо сначала, у нас идет сцепление, вперед идет, первым идет сцепление, а потом у нас в сцепление идет газ. Следующий навык, который нам необходим, это научиться подконтрольно, медленно разворачиваться в ограниченном, скажем так, пространстве. Не всегда в ограниченном, но разворачиваться. Чтобы нам развернуться, мы должны наклонить мотоцикл. Нога у нас опорная стоит в сторону поворота. Противоположная нога стоит на подножке, в нее давит, чтобы компенсировать давление мотоцикла на ногу. Все, мы всегда должны держать наклоненный мотоцикл в сторону поворота. Он сам по себе будет пытаться постоянно выпрямиться вперед. Поэтому его нам надо заклонять. Не будете держать, он постоянно будет уводить. Тело у нас остается ровно. Тело будете наклонять в сторону поворота, мотоцикл уходит туда. Поэтому тело ровное. Нога у нас всегда работает в передней части. Мы шагнули вперед, проехали, мотоцикл до сюда доехал, опять шагнули вперед. Проехали, шагнули. Как только вы будете оставлять ногу позади, там вы ее будете отключать. Смотрите, я тут сейчас стою, смещаю ногу назад, все, я не могу стоять, начал падать. Поэтому нога у нас постоянно работает тут. Если слишком высоко, можно свалиться сюда и подшагивать так. Тут мы работаем сцеплением постоянно, плавненько, не до конца. Мы сцеплением контролируем этот ход. Если где-то надо чуть-чуть газа добавить, чтобы в горочку, допустим, проехать, мы чуть-чуть добавляем. Сцепление контролируем. Газ идет в сцепление, чтобы максимально безопасно, максимально подконтрольно, максимально медленно. Стараемся по маленькому радиусу. Всегда смотрим вперед. Вперед это не туда, куда вперед, а туда, куда едем. То есть мне туда поворачивать, я смотрю в ту сторону. Вижу, что и тут, и что и там. Сейчас я покажу, как это делается. Встали, завелись и плавненько пошли. Сейчас дерево объеду и пошли, ногой подшагиваю. Тут немного пригорочек. Все. Тут высоко было. Все, я еду, спокойно смотрю, что там. Если надо, аккуратненько тормозом поджимаю. Вот сейчас у меня колесо провернуло, я без газа плавно на сцеплении выехал. Все, и аккуратненько идем. Максимально подконтрольно, медленно. Если надо притормозить, сцепление поджали, двигатель с колесом разъединили, притормозили. Пошли дальше, подотпускаем сцепление и пошли потихонечку. Чуть-чуть газа в пригорочек накрутили и пошли. Также в другую сторону встали. И спокойненько пошли. Чуть-чуть газа, там что-то под колесо попало. Раз в одну сторону, в другую сторону. Следующее, чему нам надо научиться, это трогание в горочку. Вот у нас задний тормоз, лапка заднего тормоза. Мы сели, нога у нас лежит. Сначала мы пристреляемся к тормозу, не смотря. Поставили, нажали, убрали. Поставили, убрали. Поставили, убрали, поставили, убрали. Все, когда мы пристрелялись к заднему тормозу, поставили тормоз, выжимаем сцепление. Все, мы никуда не катимся. Если мы уберем тормоз, мы сразу покатимся назад. Для этого просто отпустили сцепление. Все, двигатель с колесом соединился, мы никуда не катимся. Все, поставили задний тормоз, выжали сцепление, завелись. Далее мы начинаем плавно подотпускать сцепление до момента трогания. Далее мы начинаем плавно подотпускать сцепление до момента, когда он начнет вперед тянуть. Все, вот подотпустили, он вперед тянет, зафиксировали сцепление. Чуть-чуть добавили газа, зафиксировали. Ногу с тормоза убрали. В идеале мы будем на одном месте стоять без
тормозов. Далее плавно отпускаем сцепление и плавно добавляем газ. И поехали максимально медленно. Поехали, поехали, проехали. Сцепление, тормоз, остановились. Опять встали, плавненько подотпустили, накрутили, поехали. Максимальненько проехали, остановились. И так делаем много раз, пока не научимся трогаться в горочку. Далее нам надо научиться переключать скоростя. Получается, мы сначала заводимся. Первое у нас тронуться в горочку, медленно развернуться, там где-то, где нужна пониженная скорость, ходом, ну не ходом, а медленно тягой пройти. По каким-то там буеракам, особенно тяжелым, там первое работает. Дальше мы, когда заводимся, всегда проверяем, что мы с первой. Чтобы потом не пытаться, то есть мы выжали, завелись, прощелкиваем вниз, чтобы убедиться, что мы на первой стоим. Чтобы не пытаться потом со второй, с третьей тронуться. Все, когда мы завелись, следующее, что мы делаем, снимаешь, да, там? Следующее, что мы делаем, это на месте отрабатываем переключение скоростей. Ногу занесли, щелкнули вверх, убрали. Вниз, понизили скорость, убрали. Вверх, убрали. Вниз, убрали. Повысили, понизили. Повысили, понизили. Повысили, понизили. Все на месте работаем. Когда привыкли к переключению скоростей, все, садимся, плавно разгоняемся на первой. Долго не надо разгоняться. Подразогнались буквально 3-4 метра. Сцепу выжимаем, газ закрываем, пока по-безопасному. Газ закрыли, сцепу выжали одновременно и сразу же нащелкнули, скорость щелкнули. Тут можно бросить сцепу и плавно добавляем газ. Сейчас покажу, я правда в стойке покажу, но это лучше делайте сидя. До стойки потом надо дорасти. Все, убедились, первая, поехали. Поехали, разогнали, все, вторая, поехали. Опять первая, спокойненько развернулись. Но это не в стойке пока делаем. Все. Опять первая. Убедились. Поехали. Все, вторую нащелкнули. Опять заново. Встали. Первая. Вторая. Поехали. Проехали. Первую включили, притормозили. Развернулись. Опять пробуем, поехали. Вторую нащелкнули. Сцепление выжали, газ закрыли, вторую нащелкнули. На первую включили, развернулись. Все, сначала мы прошлись, посадку сделали. Потом смещение научились. Потом работу газом, плавно привыкли к нему. Сцеплением. Потом мы трогаемся. Привыкли трогаться по ровненькой. Дальше отрабатываем трогание дальше отрабатываем развороты с упором в ногу. Отрабатываем. После чего трогание в горочку. И последний этап — это переключение скоростей. Это вот прям базовый минимум, который нужен для того, чтобы научиться ездить на мотоцикле. Вообще без разницы, на любом. В том числе на эндуро. У нас во Владивостоке без этих навыков нечего делать. Тут бывает, люди приходят, я умею ездить, и он даже в горочку тронуться не может. У нас тут очень много камней. Вот эти все навыки нужны. Особенно контроль и работа с сцеплением. Это, наверное, такой, скажем так, из так называемого золотого треугольника эндуро. Это баланс, работа с сцеплением и работа газом. Это вот все три важных пункта, которые нужны. В первую очередь сцепление, газ, а потом уже баланс подтягивать можно. Все.